За какую татуировку на зоне можно лишиться жизни уже в первую ночь? В российских тюрьмах существует целый язык, выколотый прямо на коже, и незнание этого языка убивало людей чаще, чем любое оружие. Звезды на коленях означают, что человек не встанет ни перед кем, но те же звезды, набитые в неправильном месте или без права на них, превращают владельца в мишень. Купола церквей на груди считаются знаком воровской чести, однако человек, наколовший их без статуса, будет вынужден их срезать. Буквально. И это только начало, дальше будет страшнее. В советских лагерях система татуировок сложилась к 50-м годам и работала точнее любого личного дела. Надзиратели могли потерять документы, этапный конвой мог перепутать людей, но тело говорило само за себя. Каждый опытный уголовник за 30 секунд читал нового человека с ног до головы. Кто он, сколько ходок, за что сидит, какой статус занимает в иерархии. Проблема в том, что эту систему начали использовать люди, которые не имели на это никакого права. В 87-м в одну из пермских колоний этапировали молодого парня 22 лет, осужденного за мелкое мошенничество. До посадки он несколько лет крутился среди блатных на воле, слышал разговоры, видел наколки. Чтобы выглядеть весомее на новом месте, он набил себе восьмиконечные звезды на ключицах, знак, означающий принадлежность к воровскому сообществу и отказ от любого сотрудничества с администрацией. Право на такие звезды дается только на воровской сходке. Он не был коронован. Его не знал ни один вор в законе. В первую же баню его раздели и все увидели. К утру следующего дня он лежал в санчасти с переломами обеих рук. Ему объяснили, или звезды сводятся, или следующий разговор будет последним. Татуировки выжигали окурками прямо в камере. Но это еще не самый жесткий сценарий. Существовала категория наколок, за которые не били и не калечили. За них убивали сразу, потому что само их наличие считалось оскорблением, которое нельзя простить и нельзя загладить. Главное из них – татуировка с изображением мундира или погон. Человек с такой наколкой на зоне автоматически считался сотрудником органов, внедренным в среду. Никакие объяснения не принимались. Логика простая. Нормальный человек никогда добровольно не выколет себе символ власти, которую здесь ненавидят. В 93-м в одной из саратовских тюрем оказался бывший военный, списанный по здоровью, севший за драку. На плече у него красовались армейские лычки, выколотые еще в части на спор. Он прослужил 8 лет, гордился службой и не думал сводить татуировку. Администрация не успела изолировать его вовремя. Через 4 дня после этапирования его нашли в мертвой зоне прогулочного двора. Отдельной строкой стоят наколки сексуального характера, которые ставились принудительно. В тюремной иерархии существовала низшая каста, так называемые обиженные. Человека, попавшего в эту категорию, метили татуировкой в определенных местах тела. Чаще всего это была точка или примитивный рисунок на лице, мочки уха или ниже пояса. Эта метка означала полное социальное уничтожение. Такой человек не мог есть за общим столом, пить из общей посуды, прикасаться к чужим вещам. Если меченый случайно садился на чужое место или брал чужую кружку, это автоматически переводило в ту же касту и хозяина вещи. Система была устроена так, что человек с такой наколкой становился заразным в социальном смысле. Прикосновение к нему оскверняло. Самое страшное, в эту категорию попадали не только за реальные проступки. Достаточно было неосторожного слова, долга карточного, неправильного взгляда или просто чужой злой воли. Метку ставили насильно, пока человек спал или был без сознания. Проснувшись с такой татуировкой, он уже не мог ничего доказать. Система не принимала апелляций. Были и наколки-ловушки, о которых не подозревали люди с воли. Простой якорь на запястье в морской среде означал службу на флоте. Но в уголовном мире тот же якорь в сочетании с определенными элементами означал принадлежность к касте педофилов, и человек, выколовший красивый якорь просто потому, что нравился рисунок, мог за это поплатиться жизнью. Таких случаев в архивах правозащитных организаций зафиксированы десятки, но все перечисленное – это лишь фундамент системы. Настоящий разговор о том, какие конкретные символы превращали человека в мишень прямо сейчас, впереди. Самое опасное заблуждение человека, впервые попадающего на зону. Думать, что ты считаешь, что татуировка — это просто рисунок. Что набитый на воле орел или корона — это личное дело каждого. В тюремной системе личного не существует. Каждый символ на теле — это заявление. И за чужое заявление платят чужой ценой. Корона в уголовном мире означает принадлежность к масти. Не просто красивый рисунок, а конкретный статус в конкретной иерархии. Человек с короной заявляет: «Я блатной, я из воровского мира, я живу по понятиям». Если это правда, корона защищает. Если это ложь, корона убивает. В тюремной среде проверка статуса происходит немедленно. Новичка начинают спрашивать о людях, которых он должен знать, о сходках, на которых он должен был быть, о ворах, которые должны его помнить. Незнание любой детали — приговор.
В 95-м в Екатеринбургский следственный изолятор поступил мужчина 40 лет, осужденный за уклонение от уплаты налогов. На правом плече у него была корона с инициалами. Набил в 91-м в честь открытия собственного бизнеса, просто понравился эскиз. Ни один татуировщик на воле не предупредил его о значении символа. Через 2 суток после этапирования его перевели в одиночную камеру по его же собственной просьбе. После того, как сокамерники провели с ним ночной разговор о том, кто именно давал ему право носить этот знак. Отдельная история. Купола. Татуировка с церковными куполами на груди или спине читается как количество судимостей. Каждый купол – одна ходка. Человек с 5 куполами заявляет о 5 сроках. Это не просто биография, это авторитет, заработанный годами. Молодой парень с 5 куполами и первой судимостью – это оскорбление для каждого, кто действительно прошел эти 5 сроков. Таких людей в камере могло быть несколько, и каждый из них лично обижен фальшивой биографией на чужой коже. Перстни на пальцах – отдельный язык внутри языка. Каждый палец, каждый рисунок внутри перстня, каждая точка и штриховка несут конкретную информацию. Перстень с черепом на указательном пальце правой руки означает осужденного за убийство. Тот же перстень на среднем пальце, другое значение. 4 точки в углах квадрата внутри перстня означают срок от звонка до звонка, отсиженный полностью. Человек, набивший красивый перстень с черепом просто потому, что выглядит мрачно и стильно, сообщает окружающим, что он убийца. Если он не убийца, это ложь. Ложь в тюрьме не прощается. В 2002 году в одной из московских пересыльных тюрем оказался молодой человек 25 лет с обеими руками, покрытыми перстнями. Набивал с 16 лет. Каждый нравился по-своему. Совокупность символов на его руках сообщала опытным уголовникам следующее. Убийца, насильник, осужденный дважды, отсидевший оба срока полностью. Реальная статья. Кража. Реальный срок. 1. Разбор занял 1 вечер. Наколки с него сводили 3 дня. Но самая тонкая ловушка – это татуировки, которые выглядят нейтрально для человека с волей и смертельно опасны внутри системы. Роза на определенном месте тела означает, что человек встретил совершеннолетие в заключении. Кот означает вора, причем конкретной масти. Паук в паутине означает наркозависимость или торговлю наркотиками. Человек, набивший паука просто потому, что видел такой рисунок в журнале, автоматически объявляет себя барыгой. В тюремной среде отношение к барыгам однозначное. Их не уважают и не защищают. Особняком стоят татуировки, связанные с национальными и религиозными символами. Свастика в российских тюрьмах несет двойной смысл. В одних учреждениях это знак принадлежности к скинхедам, в других – смертный приговор от людей, для которых этот символ означает личную трагедию. Одна и та же татуировка в разных учреждениях давала противоположный результат. Люди гибли от символа, который набивали для одной аудитории, оказавшись перед совершенно другой. Система работала как минное поле, карта которого существовала только в головах тех, кто вырос внутри нее. Чужак с красивыми рисунками на теле шел по этому полю с закрытыми глазами. Восьмиконечные звезды на ключицах или плечах – это не просто самая узнаваемая татуировка в российской тюремной системе. Это титул, это как погоны в армии, только снять их невозможно. Человек со звездами заявляет всему окружающему миру: «Я вор в законе» или «авторитетный блатной», «Я не подчиняюсь администрации», «Я живу исключительно по воровским понятиям, и никакая сила не заставит меня работать на систему». Право на звезды дается 1 раз в жизни и только одним способом – на воровской сходке, где присутствующие воры единогласно коронуют человека. Это не формальность. До коронации кандидата проверяют годами. Смотрят, как ведет себя на зоне, как держит слово, как решает конфликты, как относится к слабым. 1 донос, 1 сотрудничество с администрацией, 1 неправильный поступок, и о короновании можно забыть навсегда. В 1978 году в одной из магаданских колоний был зафиксирован случай, который стал легендой на несколько десятилетий вперед. Молодой заключенный по прозвищу Рыжий, 28 лет, 3-я ходка за грабеж, решил ускорить получение статуса. Он нашел самодельный инструмент для татуировки и за 1 ночь набил себе звезды на оба плеча. Утром вышел на развод с открытым воротом робы. Он прожил после этого 4 дня. Воры в той колонии не стали ждать решения сходки. Вопрос был решен внутри учреждения немедленно. Но история со звездами имеет еще один поворот, о котором почти не говорят. Звезды можно было получить законно и все равно лишиться жизни. Если коронованный вор нарушал воровской кодекс, его могли раскороновать. Процедура называлась снятие венца. После нее человек обязан был свести татуировки. Но тело не забывает. Следы от выведенных звезд оставались навсегда.
И каждый, кто видел эти следы, знал, перед ним человек, которого лишили чести публично. Такой человек в тюремной иерархии опускался ниже любого первоходочника. В 89-м в ростовской тюрьме оказался раскоронованный вор по прозвищу Граф, 62 лет, 7 ходок. Его лишили статуса за сотрудничество с оперативниками еще в 86-м. 3 года он скитался по этапам, и в каждом новом учреждении история повторялась. Люди видели следы от сведенных звезд, узнавали историю, и Граф снова оказывался в самом низу. Он просил администрацию об одиночной камере на каждом новом месте. Иногда давали, иногда нет. Звезды на коленях — отдельная разновидность того же символа. Они означают «не встану ни перед кем, не преклоню колено ни перед какой властью». Человек с такими звездами демонстративно отказывается вставать при появлении сотрудников администрации, при обысках, при любых официальных процедурах, требующих подчинения. Это прямой вызов системе, выколотый на теле. Администрация советских и российских тюрем прекрасно понимала язык татуировок. В ряде учреждений существовала неофициальная практика. Человека со звездами при поступлении сразу переводили в усиленный режим содержания, лишали льгот, ставили на особый контроль. Татуировка становилась не только социальным маркером внутри уголовного мира. Она определяла отношение к человеку со стороны государственной машины. В 1997 году правозащитная организация из Москвы собрала показания 23 бывших заключенных, прошедших через учреждение строгого режима в период с 80 по 95. 18 из 23 подтвердили, наличие звездных татуировок без реального статуса приводило к физическому насилию в течение первых 72 часов после этапирования. 3 из этих 18 получили травмы, несовместимые с нормальной жизнью на воле. Звезды это вершина видимой части системы. Но под этой вершиной существовал целый пласт символов, которые работали тоньше и убивали не сразу, а медленно, превращая человека в изгоя на годы вперед. Церковные купола на груди или спине заключенного — это биография, написанная чернилами. Каждый купол означает один отбытый срок. 5 куполов, 5 ходок. Человек с такой татуировкой носит на себе доказательства прожитых лет в системе, и каждый опытный уголовник читает эту биографию за секунды. Купола — один из немногих символов, которые давали реальный авторитет без слов, без объяснений, без рекомендаций. Именно поэтому купола стали одним из самых опасных символов для людей, не имевших права их носить. В 1984 году в новосибирскую колонию общего режима этапировали 20-летнего парня. Первая судимость — статья за хулиганство, срок 3 года. На спине у него красовались 4 церковных купола с крестами. Набил за месяц до ареста в татуировочном подвале на окраине города, просто потому, что выглядело внушительно. Ни один из куполов не был заработан. В первую баню его спина стала главной темой разговора. Люди, отсидевшие в сумме больше 20 лет, восприняли чужие купола как личное оскорбление. Парня перевели в санчасть на 2-й день. Купола на его спине остались, но рядом с ними появились следы ожогов, которые он носил до конца жизни. Кресты в тюремной системе несут отдельную смысловую нагрузку. Православный крест на груди означает «этот человек крещеный, христианин и в уголовном смысле порядочный». Крест защищал, но крест в определенных сочетаниях с другими элементами менял значение полностью. Крест с черепом у основания означал осужденного за убийство священнослужителя или надругательство над религиозными символами. Это была метка, которую в среде верующих уголовников воспринимали как повод для немедленного суда. Голгофа, изображение креста на горе с черепом у подножия и буквами, обозначающими молитву, считалась одной из самых сильных защитных татуировок. Ее носили люди, прошедшие через смерть близких, через предательство, через самые тяжелые испытания. Голгофа говорила, этот человек знает настоящую цену страданию. В среде старых уголовников к такой татуировке относились с уважением, граничащим с суеверным страхом. Но существовала разновидность крестовой символики, за которую убивали без разговоров. Перевернутый крест в российских тюрьмах 90-х приобрел специфическое значение, связанное с группировками сатанистов, появившимися в системе в тот период. Человек с перевернутым крестом в учреждении, где сидели люди с Голгофой и православными крестами, оказывался между двумя враждующими системами убеждений. Конфликты на религиозной почве в 90-е в российских тюрьмах фиксировались десятками. И татуировка была первым маркером, определявшим сторону. В 2001 году в одной из казанских тюрем произошел случай, попавший в отчет правозащитников. Заключенный с перевернутым крестом на шее набил еще в студенческие годы как знак протеста против религии, оказался в камере с 3 людьми, у каждого из которых на груди был православный крест с молитвой.
Конфликт начался в первый же вечер. Администрация перевела его через 2 суток, но за эти 2 суток он получил травму позвоночника. Отдельного внимания заслуживает купольная татуировка с луной вместо православного креста на вершине. В системе это означало принадлежность к мусульманской общине, и в учреждениях с сильными мусульманскими группировками такая татуировка давала защиту. В учреждениях, где доминировали русские националистические группировки, превращала человека в мишень. Один и тот же символ работал в противоположные стороны в зависимости от географии и состава контингента. Сотрудники оперативных отделов ряда учреждений в 90-е составляли так называемые альбомы, рукописные сборники с зарисовками татуировок и их значений. Эти альбомы передавались между учреждениями, копировались от руки, дополнялись. Некоторые из них сохранились в архивах правозащитных организаций. В одном таком альбоме, датированном 96-м годом и составленном в учреждении Пермского края, было зафиксировано больше 300 отдельных символов с расшифровкой. Купола и кресты занимали в нем 22 страницы. Но все религиозное и статусное, это только верхний слой системы. Под ним скрывался язык, который говорил не о прошлом человека, а о том, что с ним сделали другие. Тюремная иерархия делила людей на 4 основные касты, и татуировка определяла принадлежность к каждой из них, точнее любого документа. Блатные – высшая каста, воры и авторитеты, живущие по понятиям. Мужики – основная масса, работающие заключенные без особого статуса. Шестерки – люди на побегушках у блатных. И низшая каста – обиженные, неприкасаемые, люди без прав и защиты. Переход между кастами работал только в одну сторону – вниз. Подняться из низшей касты не мог никто и никогда. Татуировки блатных содержали конкретные символы власти, звезды, короны, масти карточных символов. Пиковая масть означала принадлежность к воровскому миру. Пика на татуировке – это заявление о статусе. Бубновая масть в определенных сочетаниях означала осужденного за доносительство или сотрудничество с властью. Да, это была позорная метка, которую иногда ставили принудительно. Человек с бубновой мастью на видном месте тела в уголовной среде воспринимался как крыса. И, соответственно, с ним обращались. В 1981 году в Челябинской колонии строгого режима произошел случай, который оперативники описали в служебной записке как конфликт на почве татуировок. Заключенный по прозвищу Монах, сорока 3 лет, 4-я ходка, обнаружил, что пока он спал, ему набили бубновую масть на внутренней стороне запястья. Авторов установить не удалось. Монах провел в учреждении еще 8 месяцев до конца срока. Все 8 месяцев в состоянии непрекращающегося конфликта с окружением, которое теперь видело в нем стукача вне зависимости от реальных фактов. Татуировка работала как приговор, обжалованию не подлежащий. Отдельную систему представляли татуировки, обозначавшие конкретные преступления. Топор означал убийство с отягчающими обстоятельствами. Нож сквозь шею – убийство в местах лишения свободы, то есть человек убил прямо на зоне. Такая татуировка внушала страх даже бывалым уголовникам, тогда она говорила, что перед ними человек, которому нечего терять и который уже переступил черту внутри системы. Татуировки сексуальных преступников в уголовной среде выделялись особо. Человека, осужденного за преступления против детей, метили принудительно и жестко. Чаще всего крысой или свиньей в характерном месте тела. Эта практика существовала десятилетиями и не прекратилась с распадом советской системы. Администрация учреждений формально боролась с татуировками, но неформально понимала, система сама себя регулирует. Людей с такими метками изолировали в отдельные отряды не столько из гуманизма, сколько потому, что иначе их просто убивали. В 1998 году московский адвокат Сергей Краснов опубликовал в правозащитном бюллетене описание дела своего подзащитного, осужденного за ненасильственное преступление, которого в следственном изоляторе по ошибке поместили в камеру к людям, знавшим его сокамерника по предыдущей ходке. Сокамерник был осужден за преступление против ребенка. Подзащитного Краснова приняли за него и за одну ночь пометили соответствующей татуировкой. Краснов добивался медицинской фиксации и перевода 3 недели. За эти 3 недели его подзащитный получил травмы, потребовавшие хирургического вмешательства. Система кастовых татуировок работала не только как маркер, она работала как ловушка. Человек, однажды получивший метку низшей касты, нес ее с собой на каждый новый этап. В новом учреждении его никто не знал, никто не слышал его версии событий. Татуировка говорила за него и говорила то, что он сам никогда бы не произнес. В 2004 году криминолог Андрей Пирогов из Санкт-Петербургского университета провел исследование среди 112 бывших заключенных, прошедших через несколько учреждений подряд. 71% из тех, кто имел принудительно нанесенные татуировки низшей касты, подтвердили, в каждом новом учреждении статус автоматически восстанавливался на том же уровне вне зависимости от реальных обстоятельств получения метки. Татуировка была пожизненным приговором, который не истекал вместе со сроком. Самое страшное в этой системе – она продолжала работать и после освобождения. На воле люди с определенными татуировками сталкивались с теми же проблемами. Бывшие заключенные узнавали символы, реагировали соответственно. Тюрьма выходила вместе с человеком и шла за ним повсюду.
Феномен фальшивого вора в российской тюремной системе появился массово в 90-е, когда уголовная романтика хлынула в поп-культуру, когда блатные песни крутили по радио, когда татуировочные салоны открывались на каждом углу, и ни один мастер не считал нужным объяснять клиенту значение выбранного символа. Люди набивали воровские татуировки как модный аксессуар и платили за это внутри системы по полной. Проверка фальшивого вора в тюрьме происходила по строгому протоколу, который не менялся десятилетиями. Сначала человека спрашивали напрямую, кто тебя знает, на какой сходке был, кто твой смотрящий, кто за тебя поручится. Человек с реальным статусом отвечал на эти вопросы мгновенно. Называл имена, места, даты. Человек с чужими татуировками начинал путаться уже на первом вопросе. Молчание или ложь воспринимались одинаково. В 1994 году в одну из тюрем Краснодарского края этапировали бывшего охранника частного предприятия 35 лет, осужденного за превышение должностных полномочий со смертельным исходом. На теле у него было 9 татуировок, набитых в разное время, звезды на ключицах, корона на правом предплечье, купола на груди, перстни на 3 пальцах. Каждая из этих татуировок в отдельности уже была бы проблемой. Все вместе они создавали портрет человека с огромным авторитетом в воровском мире. Реальный авторитет в той же тюрьме сидел в соседнем корпусе, и когда до него дошли слухи о новом прибывшем, он лично пришел на разговор. Разговор длился 20 минут. Охранник не знал ни одного имени, ни одной сходки, ни одного правила. Он честно признался, что набивал татуировки в салоне на спор. Это признание спасло ему жизнь, но не спасло от того, что последовало дальше. Следующие 2 суток он провел в процессе принудительного сведения каждой из 9 татуировок. Методы были те же, что и всегда. Раскаленный металл, химические вещества, механическое воздействие. После выхода на свободу он обратился к хирургу. Рубцы на теле потребовали 4 операций по пластике. Но существовала категория людей, которые шли на фальшивые воровские татуировки сознательно, и это были не наивные модники, а люди, пытавшиеся выжить. В переполненных следственных изоляторах 90-х, где в камере на 20 мест сидело по 60 человек, статус решал все. Кто спит на нарах, кто на полу, кто ест первым, кто получает передачи целыми. Некоторые люди, ожидая этапа в колонию, намеренно набивали себе символы высокого статуса, рассчитывая, что в новом учреждении их никто не знает и легенду удастся поддержать. Иногда это работало несколько дней. Потом неизбежно появлялся кто-то, кто задавал правильные вопросы. Один из самых известных задокументированных случаев такого рода произошел в 1999 в Екатеринбургском следственном изоляторе. Заключенный по прозвищу профессор, бывший преподаватель университета, арестованный по обвинению в мошенничестве, за 3 дня в камере изучил татуировочный словарь у сокамерников и попросил набить себе звезду на левое плечо. Один из сокамерников согласился и намеренно набил звезду в форме, которая в уголовном коде означала не статус, а позорную метку осведомителя. Профессор не знал разницы. Он носил эту татуировку 2 недели, пока не попал на этап. И только в новом учреждении ему объяснили, что именно выколото у него на плече. Администрация тюрем в разные периоды пыталась бороться с татуировочной системой административными методами. В некоторых учреждениях за нанесение татуировок давали карцер, в других принудительно фотографировали все тело при поступлении и заносили в личное дело. Но система была сильнее административных мер. Она существовала до государственной тюрьмы, пережила советскую власть и продолжала работать в новой России. К середине 2000-х система начала меняться. Молодые группировки отказывались от традиционных татуировок. Слишком легко читались оперативниками, слишком много информации выдавали. Новое поколение уголовных авторитетов предпочитало чистую кожу. Но в учреждениях, где сидели люди старой закалки, язык татуировок работал так же четко, как и 50 лет назад. Самое страшное в тюремной татуировочной системе не то, что символы убивали. Самое страшное, что люди пытались их стереть, и это тоже убивало. Сведения о татуировке в условиях заключения не имело ничего общего с лазерным удалением в косметической клинике. Инструментов не было, анестезии не было, времени ждать не было. Человек, которому предъявляли незаконно носимый символ, получал выбор убрать татуировку прямо сейчас или получить последствия немедленно. Способы сведения были одни и те же на протяжении десятилетий. Раскаленная металлическая ложка, кипяток, концентрированный раствор соли, втираемый в надрезанную кожу, горящая сигарета, прижатая до кости. Процедура проводилась без медицинской помощи, в антисанитарных условиях, часто в присутствии нескольких человек. В 1986 году в одной из колоний Свердловской области зафиксирован случай, попавший в медицинскую документацию учреждения. Заключенный 27 лет поступил в санчасть с обширным химическим ожогом предплечья и заражением крови. На месте ожога угадывались следы татуировки, бывшая корона. Врач учреждения в своем отчете написал: самоповреждение. Ни один сотрудник учреждения не возбудил дело. Заключенный провел в санчасти 3 недели, потерял 2 пальца на правой руке из-за распространившегося заражения и вышел на свободу инвалидом. Но существовала ситуация еще более жестокая, чем принудительное сведение.
Некоторые татуировки сводить было запрещено. Метки, поставленные законно, заработанные реальным статусом и реальной биографией, нельзя было убрать без разрешения воровского сообщества. Человек, самовольно сведший законную татуировку, совершал предательство по отношению к системе, которая его отметила. Логика была железной. Если тебе дали знак, ты принадлежишь этому миру навсегда. Попытка выйти, стереть прошлое, начать чистую жизнь воспринималась как отречение. За отречение наказывали. В 2003 году в петербургскую клинику лазерной хирургии обратился мужчина 51 года с просьбой свести татуировки на груди и плечах. Врач зафиксировал: звезды на ключицах, купола на груди, многочисленные перстни, биография серьезного человека с большим стажем в системе. Мужчина объяснил: вышел на свободу 2 года назад, хочет работать, устроиться в охранное предприятие, татуировки мешают. Клиника провела 3 сеанса удаления. Через 4 месяца после последнего сеанса мужчина был госпитализирован в городскую больницу с множественными травмами. Связь между госпитализацией и сведенными татуировками следствие официально не устанавливало. Отдельную трагедию представляли люди, получившие принудительные метки низшей касты и пытавшиеся их свести после освобождения. Формально они имели право убрать навязанный символ. Фактически следы от сведенной татуировки читались так же четко, как сама татуировка. Опытный человек видел рубец и понимал: здесь что-то было, и это что-то убрали. Следующий вопрос был очевидным: что именно и почему. Человек снова оказывался на допросе, только уже не в камере, а на воле, и последствия могли быть теми же. Правозащитник Наталья Хусаинова из Казанской организации по защите прав заключенных в 2008 году опубликовала доклад, основанный на интервью с 47 бывшими заключенными, имевшими принудительные татуировки. 32 из 47 предпринимали попытки свести метки после освобождения. 19 из 32 столкнулись с повторным насилием, уже на воле, связанным именно с историей татуировок. 8 человек из этих 19 были повторно госпитализированы. 2 погибли при обстоятельствах, которые следствие квалифицировало как несчастный случай. Система создавала людей без выхода. Татуировка на теле — приговор. Попытка ее убрать — тоже приговор. Тюрьма ставила метку, и эта метка оставалась с человеком до конца, вне зависимости от того, сколько лет прошло, сколько операций было сделано и насколько далеко он уехал от места, где все началось. Стертое прошлое в этой системе не исчезало, оно просто меняло форму. В 2016 году московский татуировщик Дмитрий Савельев опубликовал в своем блоге открытое письмо коллегам по цеху. Он описал случай, который произошел в его студии годом ранее. Пришел молодой человек 23 лет, попросил набить звезды на ключицах. Видел на каком-то певце, понравилось. Савельев отказал и объяснил почему. Молодой человек ушел и через неделю пришел с теми же звездами. Набил в другом месте. Савельев написал: «Я не знаю, что с ним случилось потом, но я знаю статистику». Вопрос, с которого начался этот разговор, звучал просто: за какую татуировку на зоне можно лишиться жизни? Ответ оказался сложнее, чем кажется. Убить могла любая татуировка, если она была чужой. Звезды без коронации, купола без ходок, корона без статуса, перстень с черепом на человеке, который никого не убивал, якорь в неправильном сочетании, перевернутый крест в неправильном учреждении. Система не делала скидок на незнание, а незнание само по себе было приговором. Но самым смертоносным символом в российской тюремной истории оказался не конкретный рисунок, а конкретная ложь. Человек, претендовавший на статус, которого не заработал, оскорблял всех, кто этот статус заработал годами боли, потерь и выживания. В закрытом мире, где слово и репутация стоят дороже жизни, фальшивая татуировка была громче любого оскорбления вслух. Криминолог Виктор Олейник из Новосибирского института социологии в 2012 году подвел итог 20-летнего изучения тюремной субкультуры. По его подсчетам, основанным на документах учреждений, медицинских отчетах и интервью с бывшими заключенными, в период с 80 по 2000 год в учреждениях России и СССР было зафиксировано не менее 800 случаев тяжкого насилия, непосредственной причиной которого стали татуировки. Либо незаконно нанесенные, либо неправильно прочитанные, либо принудительно сведенные. Реальная цифра, по его оценке, в 3-4 раза выше. Большинство случаев не фиксировались или скрывались. 800 задокументированных случаев за 20 лет, 40 в год. Почти один каждую неделю. Система начала разрушаться в 2000-е. Не потому, что стала менее жестокой, а потому, что изменилась сама уголовная культура. Новые группировки, пришедшие на смену классическому воровскому миру, отвергали традиционные коды. Молодые авторитеты демонстративно не имели татуировок. Чистая кожа стала новым статусным символом, недоступным для чтения оперативниками. Язык тела сменился языком денег и связей. Но в учреждениях, где продолжали сидеть люди старой формации, а такие учреждения существуют до сих пор, система работает. Не с той же интенсивностью, что в 80-е, но работает. Ну а если вы думали, что татуировки это просто искусство, то, похоже, вы не были на зоне. Если вам интересны подобные истории и статьи, загляните на наш сайт whiteori.com. Ссылка в описании.
Этапируемый с неправильной татуировкой в 2023 году рискует ровно так же, как рисковал в 1983. Правила не отменили. То-то их просто перестали соблюдать повсеместно. Там, где их еще соблюдают, цена ошибки не изменилась. Последний факт, который стоит знать. В России не существует ни одного законодательного акта, регулирующего татуировочную деятельность с точки зрения безопасности клиента. Ни один мастер не обязан предупреждать о значении символов. Ни один салон не несет ответственности за последствия. Человек, севший в кресло и выбравший понравившийся эскиз, полностью предоставлен сам себе. Язык тюрьмы существует параллельно с обычной жизнью, невидимый для большинства, смертельно опасный для тех, кто случайно на него наступает. Рисунок на коже — это просто рисунок только до тех пор, пока ты не оказался в месте, где каждый рисунок имеет цену.